Но все это началось, когда я лег спать первую ночь. Угу. Я проснулся как будто, ну как вам сказать, такой же, как меня душит. Вот сейчас. Заметили? Вот черный дым пошел. Побори борющего, прими оружие и щит. Кто здесь? МДВ. Друзья, всем привет! Вы на канале Охотник на ведьм. Мне на почту написал мой подписчик, значит, его зовут Олег. Сообщение было такого характера. У меня в доме начали происходить странные вещи, я бы даже сказал паранормальные, потому что свет в квартире включается сам по себе. Постоянно слышу какие-то странные, непонятные звуки, которых раньше до этого не было. Шорохи и даже шаги он слышал ночью. Вот. А последнюю ночь, то есть три ночи, да, последние 3 ночи вот это все происходит. А последней ночью у него было такое ощущение, что на нем кто-то сидит и удушает его, то есть ему было тяжело дышать. После этого случая он сразу написал мне на почту. Вот. И, соответственно, я думаю, что я сразу к нему приеду, соберу все свои вещи, камеры, ЭГФ, соответственно, электромагнитный прибор, и приеду к нему. Вот. А вам, друзья, хочу напомнить подписаться на канал, поставить лайк и написать свой комментарий. Друзья, я уже на месте. Соответственно, вот квартира моего подписчика. Кто там? Это Денис. Денис? Добрый вечер. Вы снимаете? Да, это оперативная съемка. Не обращайте внимания, как бы для канала. Понял. Куда у вас скобка можно повесить? Вот шкаф, пожалуйста. Шкаф? Так, Олег, что там у нас? Что случилось? Третий день. Я нормально не могу спать, слышу какие-то голоса. Постоянно свет мелькается. Я просыпаюсь в удушении, как будто что-то здесь происходит. Так, Я написал вам на почту, конечно, проходите, пожалуйста. Да. 3 дня назад, да, получается, это началось? Да. Ну как я вам написал? Говорите, на нерв пью пиво. Это вообще. Так. Видок у вас, я смотрю, уставший. Я бы сказал, не уставший, а замученный. 3 суток я не сплю. Так, а что это может быть вообще? Что за сущность? Как вы думаете? Ну, все это началось, когда я лег спать первую ночь. Угу. Я проснулся как будто, ну как вам сказать, такой же, как меня душит. Как кошка. Вот так вот залегла, и вот я проснулся, свет. Он то включался, то, ну, вы извините, что я так сейчас говорю на нервах. Он то включался, то не выключался, я даже не понял. Я слышал какие-то шаги. Угу. И это была первая ночь. И на вторую ночь я вам решил написать на почту. Я понял. А до этого такого вообще не было, Не правильно? было. Olег, вы случайно не знаете, а кто был предыдущим владельцем квартиры? Ну, человек из Дагестана. Кавказской национальности. Я понял. Ну, такой человек семейный, такой, бизнесмен, но я хотел недавно ему позвонить, уточнить там по поводу... Мне было тут с плитой были проблемы, я хотел уточнить, как там.
Где он вообще, Мархам интересно, тоже посоветовал мне потом сказать, что он исчез из города. И поговаривают то, что он исчез вообще. Ну, в смысле, его даже семья не может найти. То есть пропал, получается? Да. И как раз начались все эти действия, короче, Да. происходить. Может быть, связано, кстати. Ну, я могу, что вам сказать, как минимум, у меня несколько вариантов. Я буду их проверять, конечно. То есть все приборы соответствующие я взял. Это магнитные приборы, ГФ, свечки взял, повороты и так далее. Все, что нужно, у меня есть. Это либо может быть порча наведена, либо, возможно, связано с исчезновением вот этого как раз таки бывшего собственника. Банально даже домовой может быть. Надеюсь, что это самое главное, чтобы не демон. Главное, чтобы не демон. Потому что с демонами очень тяжело бывает. Такие вот дела. И я слышал его еще голос. Голос? Его именно голос. Как будто я сплю, и как будто голос говорит типа: Олег, ты за это заплатишь. А голос имеете в виду предыдущий? Да, владелец. Ему сказал: Олег, ты за это заплатишь. Интересно. Это сон, да, получается? Как бы? Ну как сон, когда вот пошла вот эта вся вот эта мистика, вот вся со светом, вот, и такой голос: Олег, ты мне за это заплатишь. За что заплатишь, я так и не понял. Вы извините, что я так нервно говорю. Я, с вашего позволения, покурю. Да, конечно. Вы мне расскажите лучше вот что. Его зовут Заур. Может, вы слышали этого человека по имени Заур? Да я не местный, то есть я в этом городе-то как бы первый раз, по сути, поэтому, к сожалению, тут ничем не могу подсказать. Вот. Еще одна маленькая деталь. Когда были вот эти мистические ситуации, на улице орала очень девушка. Сильно. И потом резко пропала. Такое чувство, как будто ее... Вот. Я просто шел к окну, я видел только женщину, бегущую вон туда, где клуб красоты. Вот, где салон красоты? Вот, да, где клуб красоты. Она бежала туда и потом исчезла. И говорят, что 2 дня ее нашли мертвой. Даже так? Здесь же у вас полиция, я проезжал, увидел, отдел полиции, да? Рядом. У нас участковый прямо вот там вот. Но говорят, эта девушка была замечена с неким кавказским человеком. Я думаю, не он ли. Интересно, то есть тут вообще может быть криминал какой-то. Так, друзья, я сейчас буду подготавливать, соответственно, все свои приборы. Я буду здесь проводить электромагнитные исследования, также со свечой и ИГФ. Я должен выяснить как минимум причину, по которой происходят все эти вещи. Вот это сейчас что было? Я не знаю. Вы это слышали? Да. Вот эти звуки тоже были, правильно? Да, только свет. Еще свет, да? Газ, получается. Друзья, вот сейчас буквально прям на ваших глазах, получается, этот звук был. Так, Олег, через пару дней вашу проблему я постараюсь решить. Я буду очень надеяться на это. Мой канал смотрели, правильно? Ваш канал захватывает, да. Вот. Соответственно, думаю, что с этой проблемой я также разберусь, как и с другими. Вот. Так, я поеду. Будем надеяться, что в этой квартире будет все нормально, я вам доверяю. Все, не беспокойтесь, будем с вами на связи. В любом случае, если что-то вдруг пойдет не так. Вот. А еще забыл сказать самую важную вещь. Если вы услышите то, что кто-то стучится, вы обязательно посмотрите в глазок, потому что иногда бывает так, что кто-то стучится, ты смотришь, а там никого нет. Такое было, да? Да. Вы не открывали дверь? Нет. Нет, да? Это очень важно тоже. А там никого не было. Никого не было. Потом я позвонил соседу, спросил, ты видел кого-нибудь? И он говорит, нет. Нет, да? Просто у меня тоже такая ситуация была, тоже с этим сталкивался. Это вообще жизнь, Это конечно.
Очень опасно. Ладно. Хорошо. Держите меня в курсе дела. Все, хорошо. Так, друзья, все, что вы сейчас видели на экране, соответственно, это никакая не постанова ни в коем случае. Была применена оперативная съемка. То есть я зашел к человеку, который первый раз в жизни видел, и сразу начал снимать. Вот. Ну, вы слышали, что он рассказал, соответственно. Могу лишь от себя добавить, что эти сущности, да, они привязываются именно к человеку, да, то есть не к месту, а именно к человеку, вот. И дело в том, что изгнать потом вот этих сущностей крайне сложно, вот. И, соответственно, первым делом я решил проверить это место своим электромагнитным прибором. Друзья, все, Олег, получается, уже уехал. Время сейчас уже 12 ночи, уже поздно. Вот. Спать я, естественно, не буду, ни при коем обстоятельстве, потому что это может быть опасно. Во-первых, мне нужно за эти 2 дня как можно скорее узнать, что это за сущность, и принять свои меры, естественно. И начну я с электромагнитного прибора, соответственно, измерителя. Я его буквально, смотрите, только включил, а значения, видите, уже показывает. Какие-то значения уже есть. Первым делом пройдемся по дому, посмотрим. Я не понял. А что он запищал-то? Друзья, увидели сейчас? Буквально. Я не понял, реально, что это? Смотрите, значения какие большие. Здесь кто-нибудь есть? Охренеть. Откуда здесь значения? Откуда здесь такие большие значения? Странно. Блин. На что он реагирует здесь? Здесь есть кто-нибудь? Вот здесь прям увеличивается почему-то. Друзья, сейчас я пройду по всему дому. Нужно замерить показания и понять, где наиболее высокими они будут. Звуки как будто прям что-то капает. Так, здесь уже начали повышаться, причем значительно. Так. Получается, здесь вот мы следили с Олегом. Тоже показания достаточно высокие. Вообще показания есть во всем доме. Первый раз такое
Абсолютно во всем доме есть показания. Где-то больше, где-то чуть поменьше показывает. Друзья, сейчас я зажгу свечку, церковную свечку. Также пройдусь по дому, прибегусь буквально, потому что времени у меня не так много, как хотелось бы. И уже приступим дальше. Друзья, дальше я буду исследовать дом с помощью свечки церковной. Еще раз прошу вас уделить внимание тому, что мои свечки, они настолько хорошо сделаны, качественно. Вот. То есть они не коптят просто так, да. Черный дым там, не может появиться просто из ничего, понимаете, друзья. Ежели появляется черный дым в доме, еще и несколько раз, скорее всего, это будет говорить о том, что там завелась сущность. Смотрим дальше. Ребят, сейчас я зажгу церковную свечку, вот такую вот. Эти свечи абсолютно не коптят. Вот, они ровно горят, пламя ровное. Если здесь действительно паранормальная какая-то активность, свечка обязательно будет гореть странно, да, то есть там будет черный дым обязательно и все такое. Мне нужно пройтись прямо по всему дому, чтобы осветить его. Так, друзья, вот здесь, буквально на переходе, только что был черный дым. Это странно. Так, здесь пламя поднимается немножко. Вот до зеркала. Еще раз повторяю, что эти свечки, они не коптят абсолютно. И пламя горит ровно, да? Соответственно, здесь со свечкой абсолютно все хорошо. Это специальные просто свечи. Любое изменение пламени, да, уже будет говорить о том, что здесь что-то нечистое. Вот сейчас, заметили? Вот черный дым пошел. Вот черный дым. Это то, о чем я только что говорил. Увидели сейчас? Черный дым прям 2 раза подряд был. Что за сущность здесь засела? Не домовой ли случаем? Честно, не похож, потому что домовой не так себя ведет. Господи, надеюсь, что это не демон просто. Вот сейчас смотрите. Видели, свеча начала колыхаться? Пламя. Пламя колыхалось буквально. Только что. Ладно, сейчас я приступлю к АГФ. Ну, посмотрим, какие результаты он принесет. Друзья, свечку я уже зажег.
Сейчас начнется сеанс ИГФ. Сущность, которая обитает в этом доме, выйди со мной на контакт. Дай мне знак. Дай мне знак. Я пришла. Кто ты? Кто ты? Где Олег? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Я живу здесь. Как твое имя? Как твое имя? Он призвал меня сюда. Кто тебя призвал? Я хочу выиграть. Ты демон? Черт. Сука. Сука. Где ты? Именем Господа покажись. Тебе меня не запугать. Сука! Твою мать! Друзья, я выключу рацию. Друзья, как вы видели, сущность начала вести себя более активно. С каждым часом моего пребывания в этом месте она начала усиливаться. Соответственно, начали двигаться все предметы, буквально. Странные звуки также я слышал постоянно. Она вышла на связь по ЭГФ. Вот. И также по рации были страшные вот эти звуки, кряхчения. То есть сущность реально начала как бы усиливаться. Смотрим дальше. Друзья, сейчас я поставлю две камеры. Одну камеру, чтобы она записывала, что происходит на кухне. А вторую камеру я поставлю уже в комнате, где я буду отдыхать и ждать эту сущность. Я поставил там энергетическую ловушку. Ровно так, как делал это Даргос на своем канале. Надеюсь, что поможет. Единственное, что я так и не выяснил, что это за сущность. И это может быть главной проблемой. Какие-то звуки из туалета. Постоянно вот это. Я не знаю, с чем это связано, может быть.
Может быть, это реально просто там со стояка идет туда, а может быть, действительно как-то эта сущность опять проявляет себя. В общем, также здесь ставлю тепловизор. Тепловизор будет записывать на столе, да, соответственно, он стоит. Может быть, что-то опять же попадет даже на тепловизор. И второй тепловизор будет стоять в той комнате. Все, запись пошла. Сюда я ставлю. 2 тепловизора пишет. Также 2 камеры записывают. Энергетическая ловушка подготовлена. Надеюсь, что все пойдет гладко. И я просто буду ложиться. Спать не буду. Я просто ложусь. И свет, соответственно, не включаю. Всё. Вот эти звуки вообще постоянно. Я уже на них перестал обращать внимание, потому что здесь просто уже просто невыносимо находиться. Сущность, если ты здесь, выходи. Ночь первая. На следующее утро. Друзья, сейчас уже утро получается. Я капец вообще не выспался. Я не собирался уже спать. Дело в том, что я просто лежал. И такое ощущение было, что вот эта сущность, она как-то воздействовала на меня. И против моей воли, соответственно, я погрузился в сон. Первый раз тоже такое. На видео, соответственно, что было? Стол с кухни приехал прямо вот сюда ко мне. Тепловизор я также ставил. Вы видели, да, кадры? Я уже все кадры посмотрел, соответственно, ночные. Что хочу сказать. Я сейчас попробую осветить квартиру. Соответственно, святая вода. И также сделаю фото с полароида. Возможно, конечно, она не будет ничего показывать, потому что сейчас день. Я не уверен, что днем эта сущность вообще проявляет какую-то активность, но в любом случае попробуем. Ребята, что хочу вам сразу пояснить. Да, это никакой не прикол, я не ложился спать на самом деле.
Вот. То есть, если быть честным, я просто лежал, да, я просто лежал и ожидал, как бы, пока сущность заманится в ловушку, в энергетическую. Но она, получается, перехитрила меня, и я сам попал в эту энергетическую ловушку и тупо заснул. Такое бывает, особенно при сильном утомлении, то есть, ну, получается, она еще воздействовала на мой разум и как бы окутала все туманом. Смотрим дальше. Друзья, сейчас я начну освещать квартиру и включу Псалом 34. Поехали. Суди, Господи, обидящее мя, побори борющее мя, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и суни меч, и заключи сопротив гонящих мя, рцы душе моей, спасение Твое есть мас, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубу сети своя, в суе поносиша души моей. Да приидет ему сеть, юже невяже моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляя и нища из руки креплющих Его, и нища и убога от расхищающих Его. Друзья, сейчас с поворотом сделаю 3 фотографии. Посмотрю, может быть, что-то будет видно. Так, сейчас еще в коридоре. Так, вот это место получается. Так, и на кухне. Так. Все, это фотографии сделал. Друзья, получается, примерно через 15 минут они уже проявятся. Сука. Кто здесь? Кто здесь? Черт возьми. Здесь есть кто-нибудь? Что за херня? Друзья, я этого и боялся. Получается, что даже днем я провел, несмотря на то, что я провел очищение дома, сущность от этого разозлилась. Ночь вторая. Друзья, сейчас уже время 1 ночи получается. Я планирую провести сеанс ИГФ.
Вот. В данный момент сущность вроде бы притихла. По рации. По рации пытается. Кто здесь? Черт. Ты кто здесь? Кто ты? Сука. Черт. Друзья, я посмотрю сейчас, что там в шкафу. Блять. Так, я сейчас включу резервный свет на камере. Так. Здесь никого. Что за херня? Что за херня? Здесь вообще полочки. Что ты хочешь мне сказать? Кто ты? Черт. Друзья, сущность стала сильнее, это заметно. Мне необходимо предпринять защитные меры для того, чтобы она не смогла на меня воздействовать никак. Сейчас я нанесу на себя защиту и, соответственно, приступлю к ИГФ. Ребята, я сейчас еще раз попробую провести сеанс ИГФ. Мне обязательно нужно понять, что это за сущность. Начинаем. Кто ты? Кто ты? Назови свое имя. Я иду к тебе. Назови свое имя. Там были шаги сейчас. Кто ты? Дальше смотрите, в этом кадре, да, сущность, она настолько начала себя уверенно чувствовать, что она просто толкнула, получается, меня, что я чуть не упал. Вот. После этого я сразу решил прибегнуть к изгнанию. Начал зачитывать заклинания. Значит, сделал круг из свечей, вы все это сейчас уже увидите. Но перед этим я выпил литр Кагора, да? Ну, Кагор обязательно нужно перед этим пить, потому что сущность Божья, она как бы полностью в мне осела, и все получилось, потому что благодаря Господу я полностью его изгнал. Все вы сейчас увидите на своих экранах. Ребята, сейчас я буду читать заклинание изгнания этой сущности. Свечки я зажег. То есть сейчас я сижу в защитном кругу, в который сущность не сможет ворваться. Предыдущей ночью я
Получается, я вообще не собирался спать, я просто лежал. Но эта сущность каким-то образом воздействовала на меня таким образом, что я против своей воли заснул. Я не знаю, каким образом он это сделал, но эту ночь я специально даже не буду ложиться на кровать. Я буду сидеть в защитном круге. И, соответственно, сейчас будет прочитано заклинание, а для вас уже наложена музыка. Экзорцизмус. In empty window. Друзья. Друзья, сейчас запись опять она прерывается. Дело в том, что у меня уже практически села камера. Вот. В итоге, после того, как сущность начала уже дергать дверью вот так вот, буквально через 5 минут все затихло полностью. Вот. Я думаю, у меня все получилось, соответственно. Уже на последних кадрах я был настолько готовый, уставший, что там все видно. Я реально там устал очень сильно. Друзья, прошел уже час с момента, как я дочитал заклинание. Я не успел включить камеру, потому что счет уже шел на секунды. Вот. Но эта сущность, она больше не проявляла себя абсолютно никак. За эти 2 суток я просто жутко устал. Я думаю, вы, в принципе, сами видите мое состояние. Я практически не спал. Вот. Я позвонил Олегу, он приедет через 20 минут. И, соответственно, я передам ему ключи. Надеюсь, что более эта сущность его не побеспокоит. Вот. 100%, друзья, что это был демон. Да, он не назвал свое имя. Демоны вообще, в принципе, никогда не называют свое имя. Вот. Надеюсь, что больше он его не побеспокоит. Все-таки заклинание достаточно сильное. Если что, будем с ним на связи. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья. Всем пока.